Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемые высокие представители государственной власти, дорогие отцы, братья и сестры, участники замечательных торжеств, посвященных памяти святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Время, когда преподобный Сергий нес свой жизненный подвиг, было очень непростым. Это было время господства над Русью, иноземной силы. И преподобный Сергий не мог не сокрушаться сердцем и мыслью по поводу того, что его Отечество, Русь Святая, находится под иноземной властью. И хотя та власть не посягала на веру православную, но она посягала, она распространяла свои желания на похищение материальных ценностей страны, на разграбление Отечества. А в то время, когда жизнь людей была достаточно хрупкой, даже с точки зрения экономической, всякое ослабление страны, материальное ослабление грозило несомненным захватом страны со стороны более сильной иной власти, иноземной власти. И святой преподобный Сергий сознавал эту опасность. И потому молился и трудился для того, чтобы Россия сбросила с себя иноземное иго. И мы знаем, что преподобный Сергий благословил Дмитрия Донского пойти на Куликово поле и там дать первое сражение татаро-монголам. Это было очень рискованное предприятие, как и действия преподобного Сергия были рискованными. А вновь враг окажется сильнее. И что же тогда благословение преподобного, молитвы церкви, молитвы народа нашего? Потому тогда речь шла не только о военной победе, шла речь о победе духа, в каком-то смысле о победе нашей веры. Мы знаем, что на Куликовом поле как бы не было видимого победителя. Но для Руси, которая во многом уступала противнику, это была реальная победа. Это была победа духа, победа нашего национального самосознания и, конечно, укрепление веры нашего народа в то, что Господь с нами. И даже самый на то время могущественный и сильный противник оказался неспособным сокрушить Русь. Вот эта замечательная духовная традиция обращаться к Богу в тяжелые моменты, в моменты исторических испытаний. И после этого события Куликовского много раз осуществлялись нашими правителями и полководцами. Собственно говоря, никогда без молитвы народ наш не вступал в борьбу со смертельным врагом. И как это все было явно там, когда страшный враг, возглавляемый Наполеоном, собравшим под свои знамена большую часть Европы, вступил в пределы нашего Отечества, стремясь навсегда покончить с Россией, как могучим и сильным государством. И на его стороне была, несомненно, сила, превышающая силу нашей армии. И что же произошло? И снова Кутузов молится Пресвятой Богородице. И снова окропляются святой водой наши ряды. И снова наши воины, сознавая то, что они в военном отношении слабее, идут на врага, и совершается Божье чудо.
Не было явно такой победы, которая бы, несомненно, свидетельствовала о разгроме врага. Но мы знаем, что врагу был нанесен такой урон, от которого он не пришел в себя. И даже вхождение в Москву и последующее разграбление столицы не принесло никакой пользы, и враг был изгнан из пределов нашего Отечества. Вот это упование на волю Божью наших полководцев, нашей армии, ведь оно было и в безбожные годы. Как мне говорили люди, прошедшие эти страшные испытания Великой Отечественной войной, в окопах не бывает атеистов. Там человек перед лицом смерти, и всякие идеологии отступают, а голос совести говорит. Знаем, что и в это время великой и страшной войны народ наш вновь обратился ко Господу. И героизм наших воинов, мужество всех, кто боролся с врагом, укреплялись, несомненно, силой Божией. И это совокупление сил человеческих и благодати Божией привели к сокрушению самого страшного противника, который только был в истории и который направил острие своей борьбы против нашего Отечества. Сегодня мы переживаем иные времена. Сегодня Россия – мощное государство, и навряд ли кто-то силой оружия попытается лишить нас нашей свободы и независимости. Но в наш лукавый век существует много других способов сокрушить людей, лишить их самосознания национального, лишить их веры, лишить их чувства патриотизма. И знаем, что сегодня многие силы работают для того, чтобы именно так воздействовать на наш народ и на нашу страну. А почему? А потому что мы продолжаем оставаться другими. В просвещенной Европе вера в Бога изгоняется. Люди образованные стыдятся признать себя верующими. И это является фактом. А в нашей стране, прошедшей через года безбожия, через гонения, вера Христова укрепляется в людях. И дай Бог, чтобы было так, чтобы и нашей власти, и воинство, и интеллигенция наша, народ наш сохраняли веру в Господа, веру православную, которой была всегда сильна Россия. И сегодня мы собрались здесь именно для того, чтобы еще раз помолиться об Отечестве нашем, проходящем не самое простое время в своей истории. Да поможет Господь России и всей Руси исторической сохранить веру, сохранить благочестие, сохранить способность содержать в своем сознании, в своей памяти великие подвиги духовные тех из нашего народа, кто прославился в лике святых. И среди них один из первенствующих, смиренный радонежский старец, преподобный Сергий, ставший душой нашего народа, великим угодником Божьим, несомненно для всех нас и сегодня, молящимся за Русь святую и веру православную. В память о посещении этого сегодняшнего торжества я бы хотел оставить икону с изображением святых, которые имеют прямое отношение к нашей духовной жизни, к нашим духовным праотцам, святому равноапостольному Кириллу, просветителю славян, и святому благоверному и великому князю Владимиру, крестителю Руси. Пусть их подвиг
приобщение славянских народов и народа русского к вере православной всегда будет живым и действенным. Пусть их молитвы почивают над народом нашим и над церковью нашему, чтобы всегда мы хранили величайшее сокровище, в том числе и переданное нам через наших благочестивых предков, святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. Молитвами святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского, святых равноапостольных князя Владимира и Кирилла, да хранит Господь землю нашу, церковь нашу и, что самое главное, веру православную в сердце нашего народа. Аминь.